Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня я набрала сил и решила снять работу, которую давно хотела, но никак не доходили руки. Хочу вам подарить ритуал под названием «Гора Золотырь». Почему я использую эти термины? Я уже вам объясняла, что есть определенные термины, определенные названия, есть духи, есть силы, есть божества удачи, к которым обращались люди тысячелетия. И, естественно, их эгрегор, их энергетическое поле очень насыщено и уже, скажем так, привыкшее к энергии людей, и стоит людям попросить их помощи, они тут же приходят и помогают. Другое дело, что не каждый практик умеет с ними работать, не каждый может составить грамотные ритуалы, не каждый знает эти тонкости, не каждый знает эти силы. Это дано не всем. Поэтому, естественно, ритуалов много. Особенно в последнее время множество всяких ритуалов появляется. Люди видят, что ритуалы как бы пользуются успехом и хотят тоже свое создать, свое показать. Ничто не меняется под луной. Когда кто-то первопроходец, когда кто-то показывает на своем примере, и все остальные начинают подражать. Однако просто красиво составленный ритуал или набор слов, или даже заимствованные у меня слова какие-то, это еще не означает, что данный ритуал будет работать. Во-первых, для того, чтобы ритуалы работали, у ведьмы должно быть разрешение и благословение этих сил. Вот они передают через нее, и они позволяют этим ритуалам помогать людям. Тот человек, который просто берет и что-то наподобие делает, может, даже и красиво сочиняет и все прочее, у этого человека нет ни дозволения, ни благословения этих сил. Тот человек не создает, тот человек просто взаимствует, просто копирует, просто пытается, создавать в том же стиле. Это совершенно разные вещи. Одно дело произведения Айвазовского, картины «Полотна», да, где он просто колдовал над этими полотнами, и это его видение. Другое дело жалкая копия Айвазовского, что-то похожее на море, какие-то, даже «Девятый вал», который он написал, эту картину, знаменитая картина, я где-то видела, один художник попытался свое видение передать, тоже «Девятый вал». Абсолютно жалкая, абсолютно недостойная копия, невозможно повторить одаренных людей. Понимаете, вот есть дарование. Вот есть фильм, например, да? Тот же, предположим, «Тихий дон» Герасимова. И сколько тихих донов было снято после. Хоть один из них можно назвать великой картиной? Нет. Ни одна из этих картин не имела долгой жизни. Потому что невозможно повторить неповторимое. Вот то же самое здесь. Почему призывы духов, почему названия определенные, почему определенная игра идет в некоторых заговорах, вопрос-ответ, описание какая-то, знаете, театрализованность,
как представление, как создание некого мира. Я об этом уже говорила, что есть мир, созданный в параллельной реальности. А потом это переходит в нашу реальность. Вот Вуду, например, полностью так работает. Та же самая кукла Вуду. Почему-то люди думают, что Вуду только зло несет и нацелен на зло. Нет, совершенно. Есть кукла Вуду и для удачи. Я как-нибудь это покажу. Если сейчас не спохватятся магуйки, тут же не выставят. Они же сидят, записывают, а потом видишь, глядишь, скажем так, моя идея там где-то вылезла. Но вот они создают вокруг этой куклы, которую назвали этим человеком, благоприятную обстановку. В некоторых ритуалах современных, их называют наноритуалы, то есть приспособленные в наше время, современные. Например, вокруг человека его фотографии клеят там машины, дома, считает, что оно притягивает. Но там нужна работа, просто одними этими заклеенными картинками не обойтись. Но в любом случае создается некая реальность сначала в голове, в подсознании, потом это переносится на алтарь, а потом это переносится на реальную жизнь. Вот то же самое здесь. Вот гора Золотан. Золотан или Золотырь. По-разному называли. Так вот. Далее. Некое театрализованное представление касаемо того, чьими детьми являются дети Фортуны. То есть, кто есть дети Фортуны, точнее. Люди, которые обладают и держат в руках все богатство и удачу мира. Они считались фартовыми. Фартовы, то есть дети Фортуны. Благословленные Фортуной. Далее. Вот что нужно человеку, чтобы точно так же быть в рядах этих людей, да, богатых, удачливых, сильных, быть одним из детей Фортуны. И вот это вот театрализованное представление на горе Золотырь, где замок Фортуны, он просто полностью вот пронизан этой энергией богатства, удачи, денег. И он дает умножение деньгам, то есть увеличивает доход. Что нужно для этого делать? Итак, вам алтарь в этом случае не обязателен, просто я как бы для красивого фона показываю алтарь, чтобы было сразу понятно, о чем идет речь и о каком ритуале, собственно говоря, то есть касаемо чего будет ритуал. Вам это не обязательно, но вам обязательно пересчитывать деньги. Вы должны взять энную сумму. Я вам говорила, что если вы хотите, откройте закон денег и посмотрите, если вы хотите, чтобы деньги приумножались, не пихайте их в такой вот кошелек или где-то еще. То есть, если вы храните деньги еще и не только в банковских счетах, да, чтобы они приумножались. Вселенная не любит пустое пространство. Оно заполняет это пространство. И если вы хотите, чтобы у вас было много золотых украшений, берете сундук и кладете туда одно золотое украшение. Через несколько месяцев в этом сундуке уже не будет места. Вселенная сразу же наполняет то место, которое пустое. Она не любит пустоту. Поэтому, если вы хотите, возьмите сундучок, значит, кладите туда определенную сумму, и постепенно будет добавляться, и этот сундук наполнится, и вы сами убедитесь, что деньги будут тянуться к деньгам, и это пустое пространство обязательно наполнится тем, что есть в сундуке. Итак, берете сундук, берете определенную сумму денег,
Даже если там 10 тысяч, неважно. Пересчитываете деньги, 3 раза читайте этот заговор и кладете деньги обратно в сундук. Время от времени вытаскивайте оттуда деньги, пересчитывайте. Там все время будут добавляться деньги, вы сами увидите. И за несколько месяцев эта сумма увеличится в 10-15 раз, смотря у кого какой доход, но он будет идти очень быстро. Вы знаете, что самое интересное? Что не просто копятся деньги, а человек, например, к концу года понимает, что он приобрел себе драгоценности, он смог сделать ремонт, если у него были такие планы. Он смог накопить на какие-то свои нужды и покупки, мебель купить, например. Он смог это, и весь год они ели, пили, одевались. У них хватало денег на транспорт, на школу, на все расходы. И при всем этом еще отложились деньги. То есть такое ощущение, что просто из ниоткуда вот все нужды, которые у человека есть, они все были, собственно говоря, удовлетворены. И человек не может понять, как так возможно. И деньги накопились, и я смогла купить то, что я хотела, и дети одеты. И мы всегда ели то, что нам хотелось, то есть мы себе не отказывали ни в чем. И при всем этом еще и деньги накопились к концу года. Вот так работают ритуалы денежные. Потому что в них есть тайна, в них есть секрет. Они написаны таким образом, чтобы вот, знаете, вам просто достаточно читать, просить, и они уже работают. Вам не нужно прилагать некие усилия, как, например, в ритуалах для практиков, да? Там совершенно иные законы. Итак, пересчитывайте деньги и читайте этот заговор 3 раза. Кладете эти деньги, иногда вытаскиваете оттуда определенную сумму с этого сундука, опять пересчитываете. И через несколько месяцев вы увидите, что в этом сундуке, вот если вы клали туда 10 тысяч, через 3 месяца вы оттуда вытащите 110 тысяч. То есть, это так образно говоря, а может быть и больше. Еще раз говорю, смотря как, даже для людей бюджетной сферы, у них подработки, у них премии, все равно идут деньги. Итак, начнем. Я не буду деньги пересчитывать, поскольку это неудобно. Просто покажу, может быть, если кто не понял. Вот так вот просто пересчитываете, смотря как вы пересчитываете. Да? Люди по-разному. Кстати, хочу вам сказать, люди, которые не любят считать деньги, у них и не копится. Они не хотят видеть, они не хотят смотреть, сколько у них осталось. Они боятся вдруг испытать стресс. Лучше вообще не думать о том, что у меня денег там нету почти и так далее. Вы не правы. Пересчитывая деньги, вы их приумножаете. Вы передаете свою энергию деньгам, вы их оживляете. И туда тянутся новые деньги. Люди, которые любят пересчитывать и любят аккуратно складывать деньги. Я тоже одно время безалаберно так просто клала. Посмотрите в своем кошельке, сколько всякого чека, всякой херни валяется там. А там должно быть чисто. Там дом денег, чтобы деньги тянулись к деньгам. И деньги должны быть аккуратно сложены и правильно пересчитаны. Когда вы начнете пересчитывать, это войдет в привычку, вы поймете, что ваша денежная энергия оживляется, активизируется. И постоянно тянутся новые деньги, новые подарки и все прочее. Полюбите деньги. Не молитесь на них, не служите им, не сходите с ума, не храните в мешках. Деньги нужны, чтобы вы одевались, путешествовали, жили как хотите. Деньги – это инструмент для достижения удачи и целей. Деньги должны нам служить, не мы деньгам. Но деньги нужно уважать. И вот эти вот выражения о деньгах, там деньги грязь, без денег лучше, или мне деньги не нужны и все прочее, это отталкивает денежную силу. Вас там слышат и говорят, раз тебе они не нужны, зачем тебе они должны приходить?
Нет, они мне нужны. Они нужны, чтобы я делала добрые дела, чтобы я другим помогала и так далее. То есть вот таким образом вы пересчитываете деньги и 3 раза считаете. Потом кладете эту сумму, неважно какая сумма, кладете в этот сундук. Через некоторое время опять пересчитываете. За короткое время вы увидите, что будут приходить и приходить. Вы будете откладывать и откладывать. Итак, начнем. Через серебряные реки и изумрудные долины я пойду, и до Золотой горы я дойду. Имя той горе — Золотырь. Гора та из золота, а снег на той горе алмазный. На горе Золотырь живет Фортуна-матушка, и замок ее из драгоценных камней. Собирает матушка Фортуна в том замке всех своих детей. За одним столом они сидят, самые лучшие явства едят. Все дорого одеты в меха да в шелка, золотом украшены. Все они богаты, удачливы и знатны. Все славные сыны и дочери Фортуны. Она их любит, оберегает и все богатство мира им дарит. Фортуна, матушка, и меня к себе прими, и меня своей дочерью назови или сыном. Смотря кто читает. И скажет Фортуна: так и быть, и тебе, имя ваше называйте, за моим столом сидеть, богатством и фартом, и славой владеть, в сундуках богатство хранить, всюду и везде удачливой быть. Отныне и я, Фортуна, дитя. Матерь Фортуна так пожелала, так и будет, заклинаю. Через серебряные реки и изумрудные долины я пойду, и до Золотой горы я дойду. Имя той горе — Золотырь. Гора-то из золота, и снег на той горе алмазный. На горе Золотырь живет Фортуна-матушка, и замок ее из драгоценных камней. И собирает матушка Фортуна в том замке всех своих детей. За одним столом они сидят, самые лучшие явства едят. Все дорого одеты в меха да в шелка, золотом украшены. Все они богатые, удачливые и знатные. Все славные сыны и дочери Фортуны. Она их любит, оберегает и все богатство мира им дарит. Фортуна, матушка, и меня к себе прими, и меня своей дочерью назови. И скажет Фортуна: так и быть, и тебе, имя ваше, за моим столом сидеть, богатством и фартом и славой владеть, в сундуках богатства хранить, всюду и везде удачливой быть. Отныне и я, Фортуна, дитя. Матерь Фортуна так пожелала, так и будет, заклинаю. Через серебряные реки и изумрудные долины я пойду, и до Золотой горы я дойду. Имя той горе — Золотырь. Гора-то из золота, а снег на той горе алмазный. На горе Золотырь живет Фортуна-матушка, и замок ее из драгоценных камней. Собирает матушка Фортуна в том замке всех своих детей. За одним столом они сидят, самые лучшие явства едят. Все дорого одеты, в меха да в шелка, золотом украшены. Все они богатые, удачливые и знатные. Все славные сыны и дочери Фортуны. Она их любит, оберегает, и все богатство мира им дарит. Фортуна, матушка, и меня к себе прими, и меня своей дочерью назови. И скажет Фортуна: так и быть, и тебе, имя ваше, за моим столом сидеть, богатством и фартом, и славой владеть. В сундуках богатства хранить, всюду и везде удачливой быть. Отныне и я, Фортуна, дитя. Матерь Фортуна так пожелала. Так и будет, заклинаю. А все остальное я вам уже объяснила. И запомните, меняйте свое мировоззрение.
Начните принимать богатство и не бояться. Да, чем лучше вы живете, тем больше на вас ответственности. Но лучше жить в достатке и нести ответственность за этот достаток, чем жить в нищете и хвалить свое болото от безысходности. Что так очень даже хорошо. Не обманывайте самих себя и знайте, что тот человек поднимается, который честен и с собой, и со Вселенной. Всем удачи!